Допустим, вы хотите поехать в Германию, но из-за карантина сделать сейчас это довольно проблематично. Как быть? Приезжайте в Челябинскую область. И это не шутка. Итак, летим в Челябинск. Я это делаю уже не первый раз, но что бросается в глаза, так это то, что над городом нет дыма, абсолютно чистое небо. Раньше при заходе на посадку всегда над Челябинском стоял, скажем так, лондонский смог. А сейчас небо абсолютно чистое, прозрачное, я бы сказал. И это меня не на шутку тревожит, ребята. Что-то здесь не так. Но на самом деле причина проста. Региональные власти серьезно озаботились экологией, и результаты уже налицо. Однако, возвращаясь к теме, давайте посмотрим на карту Челябинской области, чуть-чуть увеличим ее и спустимся на юг. Здесь вы можете увидеть такие приятные русскому человеку названия, как Берлин, Лейпциг, Париж и даже Варна. Не говоря уже о многих других менее известных населенных пунктах. Как же они здесь появились, можете спросить вы? А все дело в том, что в XIX веке на юге современной Челябинской области активно стали формироваться пограничные казачьи поселения. Вначале им давали простые порядковые номера, но затем было принято решение, что названия должны быть связаны с доблестными победами Оренбургского казачества, особенно во время войны с Наполеоном и Балканских сражений. Так и появились Варна, Лейпциг, Париж и Берлин. И даже если вы не планируете уезжать из Челябинска, то все равно легко можете оказаться, где бы вы думали, в Баварии. С некоторой натяжкой, конечно, но все же. Почему Бавария? Дело в том, что вот этот квартал, который расположен в металлургическом районе Челябинска, во время войны строили в начале немецкие трудоармейцы. Трудоармейцы – это рабочие, которые работали в Советском Союзе перед войной, и потом от греха подальше их выслали в Челябинск, чтобы они, не дай бог, не перешли на сторону немецких частей. Потом уже к ним добавлялись военнопленные, и, в общем-то, вот эти вот рабочие строили в том числе дома. Строили из всяких подручных материалов. Многие из них вообще ничего не понимали в строительстве, но тем не менее такой облик, баварский шарм сохранился. Поэтому вот и называется этот квартал «Маленькая Бавария», еще с тех самых пор. Это сейчас дома выглядят не очень презентабельно, хотя в принципе им уже почти 100 лет. Но тем не менее. А вот после войны место считалось очень престижным, и получить здесь жилье было невероятно трудно. Более того, улица, по которой мы сейчас идем, раньше называлась Аллея Любви, потому что молодые назначали здесь свидания, прогуливались. В общем-то, этот район был чрезвычайно популярным у населения. Сейчас же отношение местных жителей к своему кварталу не такое уж однозначное. Понятно, что сложно жить в домах с изношенной коммуникацией. С другой стороны, власти пытаются, и насколько я знаю, в общем-то у них получилось включить район в число объектов культурного наследия, что позволит провести здесь реконструкцию, и в том числе жители смогут жить более комфортной жизнью. Давайте зайдем в подъезд, посмотрим, что там. Как живут баварцы, так сказать. Да, я думаю, что жители настоящей Баварии, наверное, слегка бы опешили от такого вида. Слушайте, тем не менее, довольно чисто и аккуратно, за исключением каких-то вещей, связанных с проведением ремонта, поэтому можно сказать, что жители поддерживают в чистоте свои подъезды. Двери вот даже у людей стоят такие неплохие. В принципе, люди живут.
Ну, конечно, в Челябинскую область нужно ехать не только для того, чтобы посмотреть на Европу, но еще на Азию, на Урал и Сибирь. И много чего еще. Сейчас объясню. По Челябинской области проходит граница между Европой и Азией. Но не только. Здесь же находится граница между Уралом и Сибирью. Вот сейчас мы с вами на Урале делаем несколько шагов и уже в Сибири. Слева Сибирь, справа Урал. Прошел несколько метров и оказался в Сибири. Вернулся на несколько метров назад и уже на Урале. Итак, ведь многие челябинцы живут в Сибири, а работают на Урале, например. Или наоборот. Но это еще не самый худший вариант. Потому что представьте, если дом стоит на таком разломе, то может оказаться, что жена живет в Сибири, а муж, например, на Урале. О каком здесь укреплении семьи может идти речь, ребята? Конечно, не все знакомы с географическими нюансами, но многие, если не все, слышали о событии, о котором пойдет речь дальше. И, кстати, это еще один из поводов посетить Челябинск. Ранним утром 15 февраля 2013 года над Челябинском пролетело небесное тело, которое впоследствии назовут Челябинский метеорит, с огромным грохотом оставив за собой незабываемый след и серьезные разрушения как в Челябинске, так и в окрестности. И исчезла вот примерно где-то там за моей спиной, рассыпавшись на большое количество мелких фрагментов, самый большой из которых утонул в озере под названием Чебаркуль. Вообще Челябинску очень сильно повезло. Если бы метеорит упал на несколько секунд раньше и Челябинск оказался в эпицентре взрыва, то катастрофа была бы невиданных масштабов. Потому что по примерным оценкам мощность взрыва метеорита была примерно в 20 раз больше, чем сила атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму. Энтузиасты до сих пор находят небольшие фрагменты метеорита к западу от Челябинска. Я же решил пойти простым путем и посмотреть на самый крупный из доселе обнаруженных осколков метеорита в Краеведческом музее Челябинска. Ну давайте посмотрим, что же там такое из себя представляет этот кусок метеорита. Ну, честно говоря, ничего космического, да простите мне такой каламбур. Но на самом деле, мне кажется, региональные власти не в полной мере обыграли эту тему. Потому что, как ни крути, нашлось бы много людей, которые захотели бы посетить место падения метеорита, приобщиться к такому грандиозному событию. А по факту получается, ну, упал метеорит и упал. Да, в городе продаются какие-то памятные монеты, есть футболки, но все равно остается такое ощущение, что тема привлечения космических туристов раскрыта не до конца. Кстати, привлекать можно было бы не только любителей космоса, но и поклонников урбанистики. Полюбуйтесь, вот это практически самый центр Челябинска. И здесь находится старый Челябинский элеватор Государственного банка. Ну, точнее, то, что от него сейчас осталось. Да, вот такая вот красота в самом центре столицы Южного Урала. Построен он был в 1916 году. В то время Челябинск превратился в такой зерновой транспортный хаб, и без элеватора было совсем никак нельзя. А в 2014 году была проведена историко-культурная экспертиза, по результатам которой Минкульт рекомендовал включить Челябинский элеватор в единый реестр объектов культурного наследия России. Ну, ни много ни мало, как-то так. Кстати, недавно прочитал, был какой-то конкурс, и согласно этому конкурсу Челябинский элеватор входит в 10 самых страшных зданий России.
Ну, что, собственно, неудивительно. Пока же потенциальный объект культурного наследия потихоньку приходит в упадок, и даже колючая проволока не в силах остановить неумолимый ход времени. Еще совсем недавно конкуренцию Челябинскому элеватору составляла Екатеринбургская телевизионная вышка, которую снесли, к счастью или к сожалению, не знаю, но она тоже находилась практически в самом центре города. Так что сейчас Челябинский элеватор – это, если не ошибаюсь, единственное такое высотное заброшенное сооружение в городе с населением более 1 миллиона человек. И, кстати, здесь есть уже вся необходимая инфраструктура. Пусть и не очень презентабельная, но зато такая же оригинальная, как и сам элеватор. Симбиоз русского и английского рады приветствовать туристов из любой точки земного шара. Ну что-то я, ребята, не рискнул поесть в таком месте. Вспомнил такую забавную вещь. Несколько лет назад в Челябинской области висели плакаты с призывом приезжать отдыхать на курортах Южного Урала. Тогда это, конечно, воспринималось как шутка. И с экологией были определенные проблемы, да и за границу легко можно было съездить. Но сейчас, мне кажется, этот лозунг актуален как никогда. Из-за коронавируса за границу поехать не так-то просто, и открываются хорошие перспективы получше познакомиться со своей страной. Ведь действительно мы живем в России и зачастую нигде, кроме некоторых городов, и не были. Спроси, скажем, простых людей, куда бы вы хотели поехать или где бы вы были в России: Москва, Питер, Сочи, может быть, несколько еще других городов. И это при том, что у нас огромное количество красивых, уникальных мест. Поэтому я считаю, что нужно больше путешествовать по нашей стране и узнавать ее историю и традиции, чтобы не было мучительно больно, как говорил классик. Но вообще-то заполненные до последнего кресла самолеты дают некоторую слабую надежду на восстановление внутреннего туризма. Мой же день в Челябинске подходит к концу. Таким я увидел город в этот раз.